Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшнее свое выступление я намерен посвятить, не удивляйтесь, жене Валентине Бэтлер. Я довольно часто говорю и пишу о ней, не потому что она моя жена, хотя эта тема тоже заслуживает отдельного внимания, а главным образом потому, что она является уникальным художником и поэтом. Я не шучу и не преувеличиваю. Вы сами убедитесь в этом, прослушав мое выступление. Между прочим, на этом выступлении настаивали и мои друзья, чтобы я рассказал о работах Валентины и объяснил смысл и содержание ее картин. Особенно тех, которые написаны в китайском стиле. Я подумал, что объяснение действительно необходимо. Вспомнив, как на одной из выставок, ее выставок в Нью-Йорке, все посетители восхищались, говорили great, nice, magnificent, unbelievable, unusual, и прочие аналогичные слова, зафиксировав свои восторги в книге отзывов. Когда же я у некоторых зрителей спрашивал, а что, собственно, great, например, в этой картине или той, толком никто объяснить ничего не мог. Дескать, просто great and beautiful. После этой выставки я понял, что без разъяснения живописного творчества Валентины слишком много будет ускользать от внимания зрителей. И я решил взять на себя смелость интерпретатора. Не столько как художественный критик, сколько как объект, на которого нацелено искусство Бэтлер. Но я, в отличие от остальных объектов зрителей, я объект не совсем обычный. Я долгое время изучал Китай, в том числе и китайское искусство, но главное, я читал все статьи Валентины о китайском искусстве, а также тех, кто писал обзоры на ее работы. А это как сами китайцы, так и автор многих книг о живописи, член Королевского общества искусств Грант Пуке, который анализировал ее творчество в контексте работ французских импрессионистов. Что же касается стихов, то в этой сфере у меня знаний больше, чем в живописи. Хотя в данном конкретном случае я не собираюсь стихи Бэтлер анализировать с позиции литературоведа. Разбирать там, где хорей, анапис, а где брахиколон. Но оценить я их в состоянии, поскольку хорошо знаком с мировой поэзией, включая японскую и китайскую. Итак, сегодня я хочу рассказать, точнее растолковать, прежде всего, картины Валентины и стихи к ним, которые она писала в китайском стиле под именем, под своим китайским псевдонимом, точнее, это Ван Люши. В переводе этот псевдоним означает «королева плакучей ивы и стихов». Для начала два слова такого информационного характера. Знатоки искусства могли слышать это имя, поскольку впервые о ней было сказано еще в 1999 году, это в журнале «Азия и Африка сегодня», довольно популярный журнал, по крайней мере в Москве. Появились и статьи в специализированных журналах, а самое главное, в связи с ее выставками, которые проходили в Москве, несколько выставок, между прочим, в Оксфорде, Шанхае, Париже и в Нью-Йорке. В частности, в Китае ее выставка широко освещалась газетами «Жэньминь Жибао», «Цунго Циняньбао», агентством Сильхуа и на телевидении. Но несмотря на это, ее имя не на слуху, как, скажем, имена художников-концептуалистов, или сюрреалистов. Оно и не может быть таковым, поскольку творчество Бэтлер выбивается из основного течения, или, как любители англоязыка говорят, из мейнстрима.
Ее книга «Музыка тишины» не находила места на полках книжных магазинов. По одной простой причине. Продавцы не могли определить ее местоположение, поскольку книга включала и живопись, и поэзию, и критику. Вот, кстати, я хочу показать эту книгу. Вот она, «Музыка тишины», Валентина Датлер, Ван Люши. Ну, заодно хочу показать еще несколько альбомов, которые у нее выходили. Просто тоже для информации. Вот первый альбом выходил, вот это сейчас в английском варианте, The Soul of Mine. Это самый первый альбом. Он и на русском языке есть. Второй альбом, вот Ван Люши, «Рифмы и образы». Третий альбом издавался, видимо, во Франции, я уж сам как следует не помню, называется Symphony of Ink, ну и по-французски. Ну, по-французски мне уже сложнее прочитать, тоже Ван Люши. А вот в Нью-Йорке очень такой мощный альбом выходил, тоже называется Art of Ink Painting, Валентина Датлер. Вот такой альбом. Но, возвращаясь вот к книге «Музыка тишины», вот она была, еще раз показываю, издана не в формате альбома, как вы видите, а именно в виде книги. Или, можно сказать, альбома книги. Это не случайно. На этот раз автор обращает внимание читателя именно на стихи, большинство из которых неразрывно связаны с конкретными картинами. Но стихи к китайским картинам – это, во-первых, традиция китайской живописи, в жанре которой ей написано очень много картин. А во-вторых, это вызвано тем, что стихи и изречения поясняют суть изображенного. Художник обращается еще и к интеллекту, а не только к чувствам зрителя. Делает его активным интерпретатором увиденного. Как говорит Валентина, это сверка нравственных часов. Интересное вообще сравнение. Стихи сопровождают и ее европейские сюжеты, которые могут, на мой взгляд, существовать и отдельно от картин. Вот для примера берем картину, которая называется «Бамбук». Если я не знаю смысла этого растения, я просто наслаждаюсь изяществом его изображения, его линиями и сцеплением различных частей бамбука, красотой пересечения листьев. Если же я знаком с китайской культурой, то бамбук у меня должен вызывать ассоциацию мужества и стойкости, дружбы и несгибаемости. Сами мазки настолько энергичны и стремительны, что от них остается полупрозрачный такой полетный след, некое присутствие силы. Жизнь в этот символ вдыхается стихами, сопоставлением растения с его символическим значением. Вот для начала прочту вот это, все это стихотворение. Бамбук свое совершенство природа, трудясь, создавала. Что в суть, не спеша вдохнула, достойно в веках быть воспетым. Бамбук для простолюдина – похлебка, жилье и прохлада, изменчивость от дуновения для глаз и сердца поэта. Взгляни, как стремителен стебель, как с мыслью он ясно исходен, украшен изяществом листьев, как девичий стан грациозен. Ты сядь у заросшего пруда, послушай листьев шуршания, хмельного вина выпей чарку, любуюсь природой созданием. А вот теперь такой небольшой анализ. Взгляни, как стремителен стебель, как с мыслью он ясную сходен. Это же фактически про ясный мужской ум. Дальше. Украшен изяществом листьев, как девичий стан грациозен. Звенящая скромность мужества, красоты и гармония. Вот сколько достоинств видит художник-поэт в этом несгибаемом символе мужества, символе
мужской чести, дружбы. Ты сядь у заросшего пруда, послушай листьев шуршания. Хмельного вина выпей чарку, любуясь природы созданием. Это же гимн доверию и дружбе, главной сути того, что есть человек. А всего-то и нарисовано бамбук. Вот. Неискушенный читатель подумает, что я искусственно усложняю процесс понимания картин Валентины, которая сама, возможно, так и не рассуждает. Уверяю вас, рассуждает. Хотя многие художники, в принципе, могут и не осознавать процесс понимания результатов своего творчества. Однако делают это на подсознательном уровне. А Валентина делает это на сознательном уровне. Вот картина «Хризантема», которой предпослано простое двустишие. «Склонясь, как целомудренная дева, спокойно, величава хризантема». Напомню, что хризантема символизирует мудрость. В этом двустишии схвачен целый пласт человеческих отношений в обществе. Величие не требует ни суеты, ни крикливости. Оно скромно – это признак силы. Целомудренно – признак целостности. Восточные идеи красоты и мудрости в корне противоречат современному буржуазному пониманию этих символов, когда все напоказ, и чтобы во всех журналах. Маленькое двустишие – философская противоположность целому пласту современного общества, петушиным боям celebrities, так называемым известным людям. И усиливает эту идею художественное исполнение, бросающееся в глаза красотой очертания этой скромности. Целостность выражена соединением инь и янь. Картина, между прочим, написана в строгом соответствии с китайскими канонами. Вот, мягкости цветка и жесткого и уверенного обрамления. Вот, между прочим, эта картина вот, рядом со мной. Вот картина «Лебединое озеро». Сначала хочу прочитать стихотворение, предпосланное к этой картине. Как свет пронзает темноту, так тьма сияние оттеняет. Как два врага, как друга два, они друг друга дополняют. И в этой сказке лебединой добро и зло навек едины. Но мне в душе их не сомкнуть, мне лик их разен, разна суть. Картина «Лебединое озеро» технически выполнена в изобретенной автором особой технике, которая в свое время, между прочим, заинтересовала китайских художников Шанхая. Стихи к этой картине – это классическая иллюстрация диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Причем художник, в отличие даже от некоторых философов, понимает, что добро и зло, хотя и два врага, но они едины, как друга два, то есть не могут существовать друг без друга. Для меня это было удивительно, что такое написала женщина, для которых обычно чуждо абстрактное мышление, тем более диалектическое. И несмотря на философское единство противоположности, взаимодополняемость врага и друга, черного и белого, лебедя и злого рока, вот штрихи в виде птицы в верхнем правом углу, технической мягкости оперения лебедя и жесткости штриха врага, меня поразил вывод. Но мне в душе их не сомкнуть, мне лик их разен, разна суть. Таков этический вывод художницы, ее нравственная суть. Вот вам и very beautiful реакция простого американского зрителя. Да и всех, кто не осознает глубину философской части работ Валентины Бертлер.
А вот картина «Богомол и розы». Вот эта картина сразу же приковывает внимание к ярким розам, помещенным сверху. Не сразу замечаешь богомола на ветке. Он как-то вообще стоит особняком, как бы удерживая равновесие с левой, довольно густой частью картины. Как на весах взвешиваются вот два действующих лица – роза и богомол. Это маленькое существо изображено не в обычной для него позе, а вертикально. Чувствуешь, что между розой и богомолом происходит какой-то диалог. И стихи, конечно же, раскрывают поразительную философскую картину. Вот это стихотворение. Там, где жил богомол, вдруг вырос колючий лес. Заслонил он весь свет, но божественной негой разлился. Вверх полез по шипам богомол, ободрался весь. Он на битву пошел, но увидел красу и влюбился. А красавица Роза открыла тайну ему, что назначено ей охранять красоту до срока, что цветет лишь для тех, и сердце отдаст тому, кто, пройдя по шипам, не боясь, дойдет до истока. Оказывается, богомол лез по ветке для войны с тем, кто заслонил солнце его жилищу. И вдруг начинается трансформация. Его враг превращается из «кто» действующее лицо в «что» явление. Из простой борьбы за выживание вырастает образ красоты розы, которую богомол полюбил и которая открыла ему тайну. Путь к варварству был остановлен любовью. Вот в уста розы автор вкладывает слова в безличной форме, как закон, что назначено ей красоту охранять до срока. Это закон. И уже дальнейшее его поведение будет определяться разрешением тайны, которую ему раскрыла роза. Красота цветет только для тех, кто, пройдя по шипам, не боясь, дойдет до истока. Очень мудрая мысль, выраженная так красиво в стихах. Другими словами, суть картины, поясненная в стихах, может быть интерпретирована как сила любви, останавливающая даже варвара-воина и облагораживающая его сердце. Интерпретация может быть и иной. Только труд откроет человеку истину и красоту. Здесь важно, что картины и стихи толкают человека на размышления о силе красоты, воздействующие даже на примитивные существа с их прагматическими целями. Вот следующая картина. Картина называется «Бамбук и птичка». Всего 2 строчки. Дороже мне любого самоцвета бамбук, смешная птичка и луч света. Вот автор так прокомментировал эти стихи. Это мое жизненное кредо, то, что я ценю в жизни. Бамбук – дружба, верность, несгибаемость. Смешная птичка – юмор, умение подняться над суетой. Луч света – сама жизнь. А у меня же возникла ассоциация, хотя и похожа на этот ряд, но несколько другая. Для меня бамбук – мир растений. Птичка – мир птиц и животных. Луч света – неорганический мир. В мозгу же сложилось единение 3 миров, составляющих гармонию бытия, восприятия человека. Естественно, эстетическое наслаждение от художественной стороны образа, его технического исполнения. Картина «Гейша». Нужно вчитаться в это хайку, или хокку,
Это японское трехстишие. Понять ассоциации, вложенные в несколько слов. Для автора, наверное, это естественно. Японский сюжет, японский стих. Панцирь улитка надела, форму душа приняла. Ранняя осень. Незнакомым с японской культурой людям трудно оценить это хайку, поскольку в них заложено множество нюансов, ассоциаций, аллюзий, коннотаций, порожденных японской культурой. Но в данном случае, как ни странно, сама картина объясняет смысл стихов. Глядя на склонившуюся женщину, похожую на улитку, затянутую наподобие панциря в кимоно, осознаешь, как скована душа этой женщины. А мораль картины – ранняя осень. В переводе на английский автор дала свое значение названия этой картины, она назвала ее «Youthful Autumn» – «Молодая осень». Объем этих двух слов удивителен. Молодая гейша, уже в раннем возрасте познавшая все, но смиренно и грациозно встречающая закат своей юной души, без слез и внешнего проявления. А у зрителя сжимается сердце. Хочу отметить, что это стихотворение на английском языке позволило Валентине Батлер занять место в призовой тройке англоязычных поэтов Соединенных Штатов Америки. Наконец, не могу не выделить уникальную картину, потрясшую меня именно в сочетании со стихами. Это каллиграфия лотоса. Меня всегда поражает, как Валентина чувствует ритм картины. Если это кредо, то афоризм. Если японский сюжет, то хайку. Или иной стиль восточного стихосложения. А здесь каллиграфические знаки, качаясь, лотос сочинял. И долгоногую поэму красивым почерком писал. Чуть изогнувшись, превращался в любовь, красу и чистоту. Беззвучным гимном разливался цветок, растущий в высоту. Не буду комментировать эту картину, но прошу обратить внимание, что картина, как в зеркале, отражается в стихах. Каждая строка соответствует соответствующим изгибам линии лотоса. Я вот никогда не встречал ничего подобного. И вот так можно воспринимать каждую картину с китайскими сюжетами и символами. Они неразрывно слиты со стихами. А вот несколько иначе понимается картина с европейскими сюжетами. Вот как я мельком упомянул выше, стихи, которыми они тоже сопровождаются, могут иметь и самостоятельное значение. Эти картины, как и все созданное Валентиной Батлер, написаны по китайским канонам, тоже обогащены китайской символикой. Но европейский зритель обращает внимание на сам сюжет, не замечая техники, метода. Хотя именно эта техника делает картины неповторимыми. В китайской живописи, а это язык выражения, а не изображения, тут ничего нельзя подправить, нужно быть. Вот мне пришла в голову мысль, ведь никто и никогда не заказывал копии картин, написанных в китайском стиле. А картин, написанных маслом, даже копии великих художников, это обычная практика. Потому что китайская живопись неповторима. Можно скопировать сюжет, но нельзя воспроизвести повторно суть мазка. Примерное сравнение. Можно бесконечно повторять стихи Пушкина, но скопировать Смоктуновского, читающего Пушкина, нельзя. Любая копия тут – пародия. Нужно быть Смоктуновским. Генетика, образование, жизнь,
чтобы так выразить поэта. В стихах Валентины Батлер есть специфика. В картинах с китайскими сюжетами она поясняет суть картин, поэтически расшифровывая символику. В них она выступает как гид, часто отстраняясь от собственных интерпретаций. Вот в стихах же с европейскими сюжетами она сама становится частью своих стихов. Она не боится показать ни своего восхищения сюжетом картины, это такие картины, которые называются «Танец мечты», «Фламенко», вот, ни своих суждений, это картина, например, Паганини, и даже осуждений, картина «Розово-голубой Париж». Вот, хочу обратить внимание, что свои новые работы автор не классифицирует как китайскую живопись. Это живопись тушью, поскольку изменилась динамика, напряжение, смысл, расположение в пространстве. Меняется и насыщенность стиха, но остаются ассоциации. Картина «Король Лир» вот, имеет второе название «Возмездие». Стихотворение написано трехстишьем, терцинами. Это явный отсыл к божественной комедии Данте и возмездию за несправедливую жизнь. Или неправильную, скорее, так точнее будет, неправильную жизнь. Король Лир. Возмездие. Он горем оглушен. Страдание исказило ослепший разум старого отца. И жизнь мгновенье цвет переменила, разлившись жутким морем из свинца. Он вырастил порог снаружи золоченых дочерних душ, и дна коснулся их. Король без свиты, в беспредельном горе погибла плоть, и светлый дух затих. Моцарт, картина Моцарт «Зависть». Классический сонет шекспировского ряда. Стройность и ритмический рисунок напоминает музыку гениального композитора своей изысканной хрустальной формой фразы. Причем оба стихотворения по своей философской мудрости вполне сопоставимы со своими гениальными предшественниками. Чтобы не быть голословным, прочту это стихотворение. Еще раз повторяю, называется «Моцарт. Зависть». Ты, дивный Моцарт, музыки поэт, а доблесть гения светить не увядая. Твои поэмы — благозвучье цвет и полутонов россыпь золотая. Твоя свобода — образ неземной, как солнечный восход полны свечения. И даже смерть не властна над тобой, но зависть та идет на преступление. Глухие звуки сотворя, злодей в бесплодных муках сердце обессилел. Бесчестием расплатился, но себе он выжег желчью памятник могильный. А гений, он вовек в объятиях света, но зависть, злоба не прощают это. Вот обращаю внимание на особенности этой картины, где оптимально выявлено все главное. Здесь и заказавший реквием человек в черном плаще, муза, символ, связанный с волшебной флейтой последней оперой Моцарта, сам Моцарт, слушающий или слышащий, сказать точнее, музыку, свет, разливающийся сверху на его ноты, образ зависти, как могильная маска. Многозначно изображена свеча, которая для Моцарта свет, а для маски зависти она же выглядит могильным памятником. Ну вот новое явление – это серия картин, объединенных названием «Над былью».
посвящение Рахманинову. Хотя я не говорил в специальном выступлении, тем не менее, еще несколько слов об этой серии. Она состоит из 15 картин. По своему исполнению они напоминают некие фантастические фрески, а ассоциативно от божественной комедии Данте. Кстати, и сами стихи, хотя и написаны в духе усеченной формы английского сонета, но в большей степени по содержанию все-таки напоминают дантовские круги. Хочу отметить, что последние строки каждого стиха, это двустрочие, что ли, это суть, вывод, этический смысл каждой картины. Многие из них звучат как афоризмы. Вот несколько таких афоризмов. В двойном кольце воюют ночь и день. Где больше света, убывает тень. Чтоб в прах не превратилась жизни нить, злодея в душу не пускай гостить. И в этой слитности досуга нет, и чем любовь сильней, тем ярче свет. Родные братья, страх и слепота, всегда желанны там, где тьма густа. Вот хотя я и немало написал о творчестве Валентины, но всегда, и вот в данный момент хочу подчеркнуть, что ее творчество – это разящее оружие против современного антиискусства в форме концептуализма, формализма и прочих расчеловеченных измов. Однажды после Нью-Йоркской выставки, которую я упоминал выше, выставки Валентины, где она выставляла китайский период своего творчества, я услышал некоторые вопросы к ней, которые практически всегда задают обычные зрители и западные журналисты, включая побывавшего на выставке журналиста с «Голоса Америки». Он спросил ее: почему вы обратились к китайской живописи? Разве нельзя все это выразить по-европейски? Ее ответ: это очень просто. Точно так же, как если бы человек изучал физику или химию. Это предмет, который я люблю и сделала его профессией. Там нет лжи, глупости и формализма. Сам предмет неисчерпаем. Китайская живопись – это художественный язык, который сочетает в себе неповторимое письмо, поэтическую ритмику, музыкальное дыхание и фразы, гармонию восточной философии. Это то, что мне близко. В заключение вот хочу сказать, что основные течения, или основное течение, так называемый мейнстрим, в художественной практике современности находится в агонии, но не сдается из-за своей массовости. Примитивизм или просто абстракция уже стали инструментом деградации целого художественного поколения, будь то в Европе, в США, в Америке или даже на Востоке, где вот авангард как кодовое слово, как приманка, как пропуск на пир денег проникает в кровь и разъедает мозг и душу, делая из людей шаблоны. Закон смерти в искусстве явно различим. Желание чистоты и света было одной из причин обращения Батлер к китайской живописи. На общем фоне деградации то там, то здесь, особенно в странах Дальнего Востока, появляются подлинные художники, творцы красоты и истины. У всех свой почерк, свое видение мира, и этот почерк осмысленный, целенаправленный. Чем бессмысленнее, чем более искорежена жизнь, отраженная в современном искусстве, тем сильнее, пронзительнее должно быть противодействие красоты, гармонии, мысли, этому злу.
Вот мой весь видеожурнал на YouTube, как вы помните, кто-то, может, и слушал эти мои лекции и выступления, этот ряд называется «Мифы и реальность». А это отделение шелухи от зерен. Зачем я говорю об этом? На вопрос этот ответила сама Валентина. Чтобы выжить. Надеюсь, что слушатели согласятся со мной. Для тех, кто хочет подробнее ознакомиться с творчеством Валентины Батлер, очень советую посетить ее сайт-галерею. Это не просто сайт, это картинная галерея, каждая комната которой посвящена определенной тематике. То есть это настоящий художественный музей со всей музейной атрибутикой. Зайдите, не пожалеете. Спасибо за внимание.